Всем привет! Снова обзор про источник блока питания в таком компактном размере, который способен создавать постоянное напряжение как по стабилизации по напряжению, либо по стабилизации тока. Ход индикации работы блока питания подсказывает два светодиодных индикатора. В целом сейчас все посмотрим максимально подробно. Всем приятного просмотра! KKR24 Technologies. В комплекте поставки скромная упаковка из трех доступных модификаций. Наш вариант, как подсказывает название модели, 30 вольт и 5 амперов, то есть модификация 3005D. Габариты упаковки можете видеть у себя на экране, и в комплекте поставки можем видеть для начала это скромное руководство пользователя, в котором также можем видеть все основные технические параметры прибора. В отличие от нашей модели, два других выдают в 2 раза больше мощности. Также можем видеть допустимые отклонения как по напряжению, так и по току. Есть еще одна бумажка на английском языке, и здесь тоже смотрим все то же самое продублировано. Для надежной транспортировки видим мощные уплотнительные вставки, и результат посылка в целости и сохранности. Блок питания довольно компактного размера. На обратной стороне можем видеть вентилятор компактного размера для охлаждения. Из основных параметров: входное переменное напряжение 220-240 вольт с частотой 50 Гц, ну и номинальная мощность системы 180 Вт. Организованная защита на входе. Видим вот такой блок установки предохранителя. Плавкий предохранитель в стеклянном корпусе, на котором еле заметно значение 250, судя по всему переменное напряжение. При этом располагается тумблер включения и неразъемный такой сетевой провод стандарта специально под наши розетки. Сечение провода 3 по 0,75 квадрата, и длина такого провода составляет чуть более 130 сантиметров. По размеру прибора высота чуть более 15 сантиметров, аналогичный размер, как и большинство существующих стандартов приборов, но и ширина также порядка 7 сантиметров. Судя по тексту на дисплее, индикатор сверху измерения напряжения, по центру измерения тока и снизу индикация мощности нагрузки. В отличие от большинства моделей, на блоке питания нет ничего лишнего, всего два регулятора. Первый регулятор — это для управления регулировки напряжения. Видим, есть такой ступенчатый ход перемещения, характерный, но при этом все вращается достаточно легко. Второй регулятор — все то же самое, точно такое же вращение, и уже регулятор управляет в данном случае установкой тока. Но эти регуляторы также не имеют дополнительной функции кнопки и клеммы для подключения тестовых зажимов. То есть предельно простое управление блоком питания. Снизу два светодиодных индикатора подсказывают. Первый зеленый — это функция блока по стабилизации напряжения. Если же загорается красным цветом, то идет работа управления током. Правильнее говоря, если установленный параметр в 1 ампер, при достижении значимого результата, чтобы дальше ток не увеличивался, особенно важно при зарядке, прибор автоматически начинает сбрасывать напряжение, но при этом сохраняется установленные параметры тока. Хорошо организована и частота обновления подсветки дисплея. В отличие от аналогичных приборов, нет мерцания, но при этом, как видим, стандарт по высоте уже соответствует аналогичному оборудованию, что немаловажно при установке оформления рабочего пространства. Комплектные тестовые зажимы, одна из которых в черном цвете, предположительно для создания дополнительного заземления, и длина такого провода составляет 1,2 метра. Смотрим, здесь тоже все сделано достаточно добротно, хороший тугой ход, и длина такого отрезка всего 40 сантиметров. Чтобы не было случайного короткого замыкания, концы провода изолированы термоусадкой. Без подключенной нагрузки на выходе всего 4 микровольта, но при установке параметров тока напряжение начинает появляться на шипах, поэтому для большей точности подключим вот такую резистивную нагрузку в виде паяльника. Теперь смотрим, пока что остаются те же самые 4 микровольта и последующее увеличение напряжения. Снова
видим, ничего не работает, поскольку работает ограничение тока, и при незначительном увеличении начинает подниматься напряжение, увеличивается мощность потребления нагрузкой. Ну и теперь можем видеть, как меняются милливольты, хотя шаг переключения здесь, вернее шаг перемещения составляет 100 милливольт. И что очень хорошо, в данном случае при увеличении напряжения не складывается погрешность. 1 вольт почти близкие показания. Далее смотрим 5 вольт, также хороший показатель. На более высоком напряжении в 15 вольт уже точность становится еще больше, но и максимальное напряжение в 30 вольт, как видим, точно так же, как показывает высокоточный мультиметр. И чем дальше, тем еще точнее приближается показание к измерению. Что касается регулировки тока, то здесь шаг смотрим более мелкого разрешения, так что перемещение можем производить с шагом в 10 мА, и по разрядности здесь смотрим уже 4 цифры после запятой, то есть помимо миллиамперов можно видеть и сотые числа микроамперов. Сейчас будем проверять потребление тока, и для этого переключаемся уже в другой цепь коммутации. Теперь загорается красный светодиод, то есть идет стабилизация тока, где есть небольшие отклонения в 20 мА, и хотя видим установлено более высокое напряжение, фактически пропускает блок на нагрузку не больше заданной нормы тока. Теперь будем менять порог стабилизации тока. Здесь точность видим, сохраняется погрешность те же 20 миллиамперов. Делаем ток меньше, погрешность все еще остается такой же, и на нуле, естественно, ток перекрывается. С увеличением тока видим, что показывает отличный результат, не складывается погрешность. И даже в показателе 1 ампер сохраняются все те же самые 20-25 миллиамперов разницы. Но еще такой важный параметр: сохраняя те же самые параметры тока, но увеличивая нагрузку, мощность, то удивительно, для данной ценовой категории блок питания все еще очень точно сохраняет показания тока. Увеличиваем теперь пропускную способность до максимальных 5 амперов, и если смогли заметить, теперь уже перестает работа по ограничению тока, поскольку сопротивление нагрузки уже физически не способно коммутировать ток более чем 2 ампера, но это сопротивление конкретно паяльника, поэтому загорается таким образом зеленый светодиод, и ток здесь пропускается ровно столько, сколько может переварить подключенная нагрузка. И в третьей строке видим, как примерно отражает мощность, которая действительно соответствует мощности подключенного паяльника. В целом дисплей отображает все самое необходимое, все параметры, и зная погрешность аппарата, можно производить очень точное тестирование всевозможного оборудования. Теперь заглянем и в начинку прибора. Внутри сбоку расположена большая сборка, при этом неплохое качество пайки, хотя местами есть следы незначительные канифоли. Также, что немаловажно, есть и маркировка компонентов. Хорошего размера радиатора охлаждения, учитывая не очень высокий ток в 5 амперов, видимо, поэтому даже при длительной нагрузке все еще вентилятор не включился. Трансформатор здесь свойственно для импульсных блоков питания маленького размера, и даже столь компактный размер прибора все равно внутри еще много свободного места. Здесь также можем видеть название модели и версию сборки. Эта же самая версия дублируется и на передней панели. Здесь точно так же есть обозначение, маркировка компонентов. Микросхема драйвер для управления светодиодной индикацией сегментов, и можно предположить, что этот драйвер отвечает за работу индикатора напряжения и мощности, а за индикацию тока может отвечать уже отдельный счетчик разряда, вентилятор маленьких размеров 6 на 6 см, ну и такая приличная толщина металла с сечением примерно в 1 мм.
Теперь еще такой немаловажный тест на возможность сохранять в памяти параметры. Для этого устанавливаем необходимые значения и отключаем прибор. Ждем немного и теперь переводим случайный сброс параметров. Разные стороны вращаем регуляторы. Прибор за это время успевает обесточиться и заново включаем. Ну и как видим, отличный результат памяти. Сохраняются все установленные параметры до отключения. Смотрим и возможность защиты от короткого замыкания. Для начала ставим более низкие параметры тока и напряжения. Прибор все еще думает, пытается угадать нагрузку, но из-за низких токов и довольно низкие установленные токи пока что позволяют безопасно замыкать такую цепь. Но стоит изменить параметры тока, пропускные способности на более высокие значения, и тут срабатывает такая защита и таким сигналом предупреждает о выходе прибора на ошибку, и спустя незначительное время прибор снова выдает на выходе постоянное напряжение. Но если же пробуем поднять более высокое напряжение, здесь смотрим, и как видим, снова с трудом уходит в защиту, но такие ошибки случайно или преднамеренно не допускать, поскольку аппарат по ощущениям переносит с таким натягом. Что же касается качества дисплея, здесь сегменты, не знаю как на камеру, но имеют четкий контур, и изменяя даже угол обзора практически под прямой угол, смотрим, картина не пропадает, то есть нет перехода контраста. В том числе не меняется картина даже при отклонении от угла по вертикали. Еще один важный показатель данного блока питания: при быстром вращении регулятора, смотрим, уже регулируется не милливольты, а сразу идет быстрое перемещение сразу по целым числам напряжения или тока. Ну а если крутить более медленно, то соответственно уже меняются цифры после запятой. И как результат, на блок питания вместо 4 регулировок для более точной и грубой настройки всего 2 регулятора. Еще один такой тест: даже при наличии мощного мультиметра не всегда бывает возможность создать достаточные условия для зажигания более мощных светодиодов. И такой блок питания – отличная находка для тестирования большинства существующих светодиодов, подсветки и так далее. Для тестирования сперва устанавливаем самые возможные минимальные токи в 10 мА. Напряжение также лучше начинать с минимальных значений. И теперь смотрим, как вся эта цепочка работает. И в данном случае видно, что тока недостаточно, но и светодиод горит таким тусклым светом. Стоит переключиться на более высокие напряжения, к примеру 3 вольта. И здесь, как можем видеть, нормальное яркое свечение. Ну и ток уже вместо нулей отображается 12 мА, вернее ток потребления светодиодом. Если понравилось видео в целях поддержки развития канала, не забывайте ставить лайки, комментируем, подписываемся. Всем спасибо за просмотр.